Как научиться жонглировать тремя мячами? Теория и практика. Начнем с теории, которая поможет лучше понять механику жонглирования и более эффективно выполнять практику в будущем. Теория полета мячиков. Обратите внимание на выделенные зоны. Нижняя красная и зеленая, а также верхняя красная и зеленая зоны. Броски мячиков делаются по иксообразной траектории из нижней красной зоны в верхнюю зеленую зону и соответственно из нижней зеленой зоны в верхнюю красную зону и так далее. Ваши глаза должны смотреть прямо и следить за тем, как мячик набирает высоту в верхней зоне. Как только мячик номер 1, брошенный из правой руки, набрал высоту и начинает падать, это сигнал бросать мячик номер 2 из левой руки и ловить этой же левой рукой мячик номер 1. Как только мячик номер 2, брошенный из левой руки, набрал высоту и начинает падать, это сигнал бросать мячик номер 3 из правой руки и ловить этой же правой рукой мячик номер 2. И так далее. Так выполняется очередность бросков трех мячиков по траектории буквы X. Как же добиться такого результата и какие бывают ошибки? Практика. Упражнение номер 1. Учимся правильно бросать один мячик вверх по вертикали одной рукой. Первое время мячик будет улетать вперед. Это распространенная ошибка. Важно научиться его бросать так, чтобы рука делала минимум движений и не тянулась вперед за мячиком, чтобы его поймать. Вам нужно научиться бросать мячик, а не ловить его. Когда вы правильно бросили мячик, то по траектории полета он должен сам упасть в нужное вам место. Остается только сжать мячик в ладони. Глаза ваши следят за тем, как мячик набирает максимальную высоту в верхней зоне. При правильном броске вверх поймать мячик можно с закрытыми глазами. Выполняем упражнение на правую и левую руку. Упражнение номер 2. Учимся бросать один мячик из одной руки в другую по дугообразной траектории. Как и в первом упражнении, мячик может улетать вперед и придется за ним тянуться другой рукой, чтобы его поймать. Вам нужно научиться делать бросок в одной плоскости, чтобы мячик не вылетал вперед. Глаза смотрят прямо и следят за тем, как мячик набирает высоту. Правильный бросок создает такую траекторию полета, которая позволяет не следить за тем, как и куда падает мячик. Он должен сам упасть в открытую ладонь другой руки. Упражнение номер 3. Это модификация упражнения номер 1. В этот раз выполняем это упражнение одновременно правой и левой рукой. Здесь снова важно научиться бросать мячик вверх так, чтобы он не улетал далеко вперед, а летел по ровной вертикальной траектории и падал обратно в ладонь. Глаза всегда следят за набором высоты мячиков. Также в этом упражнении вы учитесь тому, с какой силой нужно бросать мячики. Следите за тем, чтобы и правый, и левый мячики набирали одинаковую высоту. Упражнение 4. Учимся жонглировать двумя мячиками по траектории X. Ваши глаза должны смотреть прямо и следить за тем, как мячики набирают высоту в верхней зоне. Ваша задача бросить мячик номер 1 из нижней зеленой зоны в верхнюю красную зону, а мячик номер 2 бросить из нижней красной зоны в верхнюю зеленую зону. Все это происходит в пространстве по траектории буквы X в одной плоскости. Как только мячик номер 1, брошенный из правой руки, набрал высоту и начинает падать, это сигнал бросать мячик номер 2 из левой руки и ловить этой же левой рукой мячик номер 1. В этом упражнении нужно научиться выполнять эти броски в одной плоскости по вертикали, чтобы мячики не улетали вперед и вам не пришлось тянуться за ними руками, чтобы их поймать.
Как и в предыдущих упражнениях, правильный бросок создает траекторию, при которой мячик сам падает в ладони. Глаза ваши следят за тем, как мячик набирает максимальную высоту в верхней зоне. Упражнение номер 5. Учимся жонглировать тремя мячиками по траектории X. Ваша задача – научиться делать 3 броска в одной плоскости, чтобы мячики не улетали вперед. Возьмите в одну руку 2 мячика, в другую 1 мячик. Начнем бросок с той руки, где есть 2 мячика. Я правша, и мне удобнее начинать с правой руки. Технически траектория бросков выглядит так же, как и в предыдущем упражнении, только с 3 мячиками. Бросайте мячик номер 1 из нижней зеленой зоны в верхнюю красную зону. А мячик номер 2 бросайте из нижней красной зоны в верхнюю зеленую зону. И так далее. Ваши глаза должны смотреть прямо и следить за тем, как мячик набирает высоту в верхней зоне. Как только мячик номер 1, брошенный из правой руки, набрал высоту и начинает падать, это сигнал бросать мячик номер 2 из левой руки и ловить этой же рукой мячик номер 1. Как только мячик номер 2, брошенный из левой руки, набрал высоту и начинает падать, это сигнал бросать мячик номер 3 из правой руки и ловить этой правой рукой мячик номер 2. И так далее. Так выполняется очередность бросков 3 мячиков. Все это происходит в пространстве по траектории буквы X в одной плоскости. Мячики не должны вылетать вперед, и вы не должны тянуться за ними руками, чтобы их поймать. Ваши глаза должны смотреть прямо и следить за тем, как мячик набирает высоту в верхней зоне. Освоив эти броски в будущем, вы можете их модифицировать и усложнять в зависимости от стиля. Удачи!